красивые горы, такой ветер. Ты пьешь воду из ручейка, и это очень круто. Так, пацани, збираються зранку. Льоша взяв додаткову флісову фігню, коли Вова взяв додаткову сумку. Друзья, ну вы поняли, все будет серьезно. Сейчас мы еще едем за Сашей Ладоневским. Вообще будем в сборе. Ну что, друзья, в общем, мы проехали границу Украина-Польша. Нас послали на яму, но мы очень быстро ее прошли. Ребята были очень классные, мы с ними отлично поговорили. Это нам заняло примерно 15 минут. И сейчас мы на Гданск, так что поехали! Ну, друзья, вот встретили ребят на такой вот тачке крутой. Can you stay together near the car? У нас фотосессии даже на заправках. Вау! A bit dust. No, Voyava is dust. Вот такая крутая Volvo 1956 года. И ребята вот ездят на ней на газу, так как и моя Mazda на газу. Что та тачка, что та разваливается просто на ходу. Ну почему-то мы на этих тачках едем. Друзья, ну что, мы приехали в Гданск. Завтра у нас большая поездочка на 4 дня. Мы едем в Норвегию на язык тролля. И сейчас идем закупать продукты. Будем 2 дня жить в палатках. Вот, так что будем что-то интересное покупать. It will be Volkswagen Polo, or you don't know? We don't have Polo, but you get another car, it's a bigger one. Oh, cool, thank you. Oh, you can give even bigger than a little bit bigger because we are 5 and it will be cool. Oh, okay. A bigger one. It's a Honda HR-V. HR-V. В Норвегии немножко дождь, но мы взяли машину в аренду. И будем ехать на язык тролля, Тролтунга, если знаете. Вроде все. Так что... Go! Друзья, вот такую Honda нам дали. В общем, мы забукали самую дешевую машину. Они сказали, Volkswagen Polo нет, и они нам дадут немножко больше машину, что очень классно, потому что нас 5, но у нас куча чемоданов, куча всего, и это очень уместно. God, I'm got in here. We make a spark, but we disappear. You go running, take your time. We gonna feel it out. I'll go running when it's alright. Друзья, в общем, мы приехали к нам домой. У нас хижина в таком лесу, очень классная. И сейчас как раз берем вещи и будем подниматься. Покажу вам, где мы живем. В общем, иду покажу, как внутри у нас. Смотрите, куры такие у нас здесь. Ко-ко-ко. Блин, эти камни, они, блин, бесподобные вообще. Друзья, в общем, вот такая у нас хижинка. Вот здесь кухня. Вот здесь такой стол у нас. Такие кроватки. О, еще одна комната. Саш, садись. Свет вообще отличный, да. Друзья, в общем, мы здесь будем жить. Очень классно, здесь очень тихо. Классная природа. Классные какие-то камни. Мы немножко покатались по Норвегии.
Заехали в супермаркет немножко, продуктов затарили. В мене в сторіс ті продукти. Да, Саша в сторис. Вот, и идем мыться. Саша нашел какой-то ручеек, говорит, это нормально. В общем, с этого будем смываться как-то. Саша не просто так чайник выбирает. В общем, идем. Take your time, take your time. Take your time, gonna take your time. Ну что, друзья, вот так в Норвегии принимают душ. Быстро и сердито. И очень эффективно. И никто никогда не будет болеть. Когда фотографы идут в горы, это очень задерживает процесс идти в горы, потому что они любят все фотографировать, любят фотографировать друг друга. Вот, так что, ну, с одной стороны, очень круто. Друзья, если будете идти, воду с собой не берите, берите пустые бутылки и просто немножко выше можете эти бутылки заполнить, чтобы не таскать лишний вес. Вот. Друзья, это просто незабываемо. Приплывет очередной паром, и вот все эти машины, которые ждут, я вам сейчас покажу. Все эти машины, в общем, заедут туда, и мы все дружно поплывем. Мы будем сидеть в машине, можно будет выйти из машины, поснимать, посмотреть, пофотографировать. Друзья, ну что, вот мы и приплыли на второй берег. И сейчас опять будем ехать автомобилем. Нам примерно еще ехать 1,5 часика. И мы уже будем у подножия горы. И подниматься на этот язык тролля мы будем примерно 6-7 часов. Так что поехали. Друзья, в общем, природа здесь шикарная. Мы вот уже едем 2 часа, и никто даже спать не хочет, так как не хотят пропустить красивые пейзажи. Мы примерно через 40 минут уже будем у нашей горы, будем подниматься на язык. Вот, немножко дождик выпал, но ничего страшного, мы не расстраиваемся. Скоро будем лезть на гору. Making our own make-believe. I want you when the sun goes low. Your body warm, wants me close. Друзья, мы остановились, потому что увидели мега крутой водоспад. Я сейчас вам его покажу. Подниматься будет тяжело, подниматься будем примерно 6-7 часов. И гора имеет где-то 1 километр. Вот, но подъем, говорят, очень тяжелый. Саша Ладонивский у нас настолько популярен, что я вот с ребятами познакомился, сказал им, что я со Львова, и они меня спрашивают, знаю ли я Сашу Ладонивского. Я им говорю, вот же он, Саша Ладонивский наш популярный блогер, тревелер. Друзья, мы прошли 50 метров, и у меня уже ноги болят. Если что, Вова меня понесет. Да, хорошо. Так что я вообще не парюсь, иду без волнения. Вот и начинается уже маршрут более серьезный. Уже нет дороги такой.
большие камни такие, довольно неудобно идти. Поэтому берите обувь надежную, потому что непонятно, что будет дальше. Снег, болото. Мы взяли тонкие носки и более такую сильную зимнюю обувь. В общем, скинули курточку, кофту, так как стало очень жарко. Идем только в одном термобелье. Одели очки, и мы на стиле. Till my blood runs dry, and I know that I won't be the same without you. Don't let this moment slip away. And for how long it takes from here? It depends. 5 hours. 5 hours. Yeah. Yeah, maybe 5. But it's One easy or way. hard? It's pretty hard. It's a lot of snow. A lot of snow? Yeah, You know. Cool. The it's last, rough. Do you have sleeping bag and Yeah, we tent? got everything. Okay, that's There's lots good. of cabins. There's like 2 or 3 cabins on the way Uh-huh. if you need to spend the night over there. Cool. This time when we arrive, all of what we can find. No way that the eye can hide. Alright. Thank you. Це половина. В общем, мы потерялись немножко. Вот, ребята. Guys, where are you from? Sweden. Yeah. From what? From Sweden. From Sweden? Yeah. Cool. We are from Ukraine. All of us. Yeah. Where in Ukraine? Lviv is like a west part, near city, near Poland. All right. Yeah. То есть вроде и тяжело, но идти такой кайф, что ты не думаешь о том, сколько еще идти, ты просто идешь и идешь. Goes low, your body warm, wants me close. I say you're always by my side, till my blood runs dry. Ну что, друзья, мы все выше и выше. Снега все больше и больше. Пришли уже 4 километра. Впереди еще 7. Подевали немножко свитера. Тяжело по снегу идти, но мы идем. Say you love me true, I give it to you. И здесь уже вот очень густой туман. Вот начинает падать дождь. Буду, наверное, прятать фотоаппарат. И уже на самой вершине уже все вам покажу. Don't let this moment slip away. I'll take you for a drive. Kiss me on the corner with your hand in mine. Say you love me true, I give it to you. Какой классный воздух здесь, ни души. Все ушли. На самом деле никто с палатками сюда не идет. Все поднимаются вверх и позже спускаются. Только мы такие с Сашей Ладонинским, который нас подбил на эту тему крутую. Спасибо Саше. Саша красавчик. Если хотите путешествовать, Саша тот человек, к которому вам нужно обратиться. И все пройдет круто и комфортно. Но это не реклама, это так, это просто мое личное мнение. Друзья, 7:30, и мы уже сюда пришли. Почти сюда, я так вижу. Мне кажется, мы здесь. Это было нечто. Это было очень круто, очень тяжело, но оно того реально стоит. Попробовать, испытать себя, увидеть то красивое, что есть на нашей планете. Это бомба. Смотрите. Safe and sound, human hearts are beating, but it's an hourglass breaking with the tide. Друзья, это нереально. Смотрите сами. When the birds call and the crimson light. Друзья, вот мы нашли такое озеро здесь. Озером это не назовешь, конечно. В общем, вода. Вот такая погодка у нас. Не очень приятная. И утром будем здесь мыться. In my
Здесь очень круто. Никогда не мог подумать, что я смогу сюда выйти. Это было 11 километров тяжелого подъема. Снег, болото, камни. В общем, все, что хочешь. Друзья, это колбаса и картошка от фирмы Дидло. Всем советую. Это, наверное, лучшая еда, которую я ел. Но вкусная такая из-за того, что мы на такой высоте столько прошли. Ну да, вот на такой. И ночевать будем вот в наших палатках. Друзья, доброе утро. Вот мы и проснулись, сейчас будем кушать супчик. Ночь была тяжелая, так как целую ночь лил дождь. Сейчас будем спускаться вниз и после этого поедем на еще одну гору. Не такую высокую, но не менее красивую. В общем, вот так мы идем. Видите? Вот так мы идем, а тут уже обрыв. Вот так. Вот этот камень. Только снимать нужно сверху. Здесь супер локация. Очень сильный ветер. Но, блин, фотки такие крутые получилось сделать. Просто бомба. Друзья, ну вы поняли, что нужно подниматься с самого утра, хотя бы часов 8, потому что позже уже куча туристов, и ты ничего классного снять не сможешь. Кстати, у нас сегодня очень-очень большая добыча. Не знаю, в курсе ли вы, но в Норвегии очень часто выбрасывают продукты, когда у них срок годности почти истек или истек. И это хороший вариант, потому что эти продукты довольно нормальные, их можно кушать. И таких продуктов у нас сегодня много. Вот так. Я не буду вникать в нюансы, откуда мы их взяли. Это будет маленьким секретом, но вкусно будет точно. Вот такой стол у нас праздничный. Так, тебе не даю. Ось така, друзі, це у нас вечеря. Скромненько, але в чужих умовах. Это реально было круто. Мы ночевали в палатке, мы шли по снегу, мы шли по болоте, по воде. Но это было круто, это было незабываемо. И путешествуйте, потому что вы набираетесь тогда вдохновения, вы отдыхаете морально. И это круто, это своеобразная такая перезагрузка. Вот так вот. И на этом наше путешествие заканчивается. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Показывайте, рекомендуйте друзьям, если вам понравилось. И до новых встреч, до новых путешествий, до новых влогов. Пока-пока. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and falling as the sun grows. Now the jingle hop has